опять же, можно как-то тетенько, если ничего не знать и верить, а можно пытаться разобраться и так далее. Вот эти вот все темы насчет того, что, во-первых, выдумано, во-вторых, людьми добавлено, причем добавлено, опять же, там, понятно, в своих целях. То есть, вот кто такой Будда Майтрея? Это фактически такая... Набор элементов, я думаю. Нет, в прямом смысле инновация, что вот типа вот, ну, раньше как было, вот у всех там, ну, обычный буддизм, а у нас вот будущего Будды, Ну, который буддизм, придет, да. То есть у нас вот если вы к нам, значит, Если придете, то у вас Да, все будет в будущем. да. Понятно. Продажа того, чего еще как бы нет. Да, то есть это как бы, это именно так. Ну да. Не, ну видишь, они с верой в будущее, я так понимаю, живут. То есть она же на это настроена. Ну, то есть на, как его сказать, Нет, ну как, вот, есть, там все, как всегда, сложнее. То есть, во-первых, как узнали, что Будда вообще будет такой, что будут его звать так, и так далее, и так далее. А вот есть, ну, точнее, считается, да, что есть такие тексты откровения, да, вот как, ну, не откровения, а тексты, которые потом нашли, которые якобы там гуру Ринпоче спрятал, да, это самое, где-то в пещере, потому что раньше, значит, человечество было не готово к этим знаниям, а вот потом со временем, значит, ну, короче, нашли. И там описаны имена тысячи Будд, как бы, ну, предыдущих воплощений исторического Будды и будущих воплощений. На каком основании? Понятно, на каком на основании тибетского гороскопа, который на отдельную тему, который основан, вообще нормальная да, такая. который основан не на планетах и на движениях звезд, а на числах. Вот. И, то есть есть люди, которые вот, значит, сели, рассчитали имена будущих Будд. Естественно, они первым делом рассказали кому? Ну, тем, кто спонсором. Слушай, почему у нас столько мало? Они не срут? Ну, чистят, видимо. Я просто не видел, поэтому Да. я смотрю, обычно как бы, ну, ты нас проходишь по аллее, там все так, а здесь как бы, ну, как будто там и про нету ничего. Да, Странно. вот, я же говорю. Понятно, короче, очень настроено на математике у них это все. Рассказывают, естественно, спонсорам, а спонсоры правители, там, как называют, короли, феодалы, ландлорды. Вот. И, естественно, повышает тем самым свой авторитет. Вот тебе вот возьмут, значит, придут и скажут, что а вот мы знаем, как звали. Мы из свидетелей. Да. Не хотите ли к нам присоединиться, да? Ну и так, да. Мы знаем, как звали всех предыдущих Будд. Хочешь, не хочешь, да, скажешь, о, круто. Вот, и все именно так. Причем это еще, ладно, это еще не такие, как сказать, ну, простые вещи. А есть же попытка систематизировать всех вот этих вот демонов из шаманистских культов. Ох, это трэш вообще. Их выстроить в определенную иерархию, разобраться, кто из них кто за что отвечает, и где там среди вот этого вот еще это самое. Целестал, да, Целестал Бодхисаттва. В общем, короче, вот. А опять же, самое смешное, что все это взято из танков, из индийских, тибетцы сами по себе, они вот кроме своего вот этих шаманистских культов, которые сейчас принято называть Бон, но совершенно не обязательно, что он так назывался. Вот. Но у них, тем не менее, были, естественно, свои. В каждой деревне был какой-то там целитель, шаман или кто-то. Вот. Все остальное, они, включая письменную форму языка, они все взяли из Индии. Потому что по тем временам, вот как вот, ну, принято считать, что была, допустим, да, Римская империя, в которой было все знание мира сосредоточено в свое время, ну, Греция, после Греции и Рима, то вот Индия, это была совершенно такая же, ну, если не империя, то, по крайней мере, центр мира локального, локальный центр мира. Вот, и все знание, вся там, это самое, социальная структура, космология, религия, все пришло из Индии.
есть Индия это общество намного старше и более развитое, чем Тибет. Причем развитое, ну, На порядке. да, на порядке и старше там, на тысячелетия. Поэтому ничего удивительного, что все как бы все взяли из Индии. В Непале все взято из Индии тоже. То есть Ну, смесь одного, другого. удивительного нет. Нет, то, что как бы есть свои эти самые, свои стили, да, стили свои уникальные. Но изначально там вот тот же язык, он это самое хинду, из хинди, точнее, семейства. У тибетцев свой, а у непальцев он другой. Пахнет как интересно. То есть они сейчас, короче, типа походят и пойдут на работу. Ну, Видимо, да? работа не работа, да, здесь по делам, потому что работа здесь 40% безработицы. То есть обычно у людей какой-то бизнес, либо они по дому там что-то делают. Ну, то есть с утра просыпаются, идут, походят в монастырь и потом это домашними делами там или трудовыми. Да, да. Ну, в принципе, логично, да. По идее, в деревне так тоже. Ну, что, города это вообще искусственное образование. То есть, да, там у них есть какие-то плюсы, ну, особенно сейчас, когда перенаселение. То есть основной плюс вообще городов это специализация, да, то есть ты не должен выращивать свою собственную еду, там, прясть свою собственную одежду. Вот, но так-то вообще ничего хорошего в городах нет. Ну да. Там только работа, рабочие места. Опять же, за счет специализации, то есть там можно работать, я не знаю, копирайтером. Или, не знаю, там, Розовые кроссовки, прикольно. да, директором этого самого, прачечной. Что, так и не открыто, да, короче? Ну, да, пока да. Интересно, а во сколько открывается? Ну вот видишь, в расписании написано, что в 4 утра. А, это самом деле расписание, да? нет. Ну это тоже, как бы, я же говорю, поскольку это памятник наследия ЮНЕСКО и уже с ними, то они это самое, Контролируют. скажем так, да, им так проще менеджить. О, нормально, голубь вообще не стесняется. Прям Ну, а это. что, да. Да. Это, кстати, тоже тема хорошая. Ну, здесь-то ладно, то он продает специально кормить голубей. А если, допустим, рынок, да, вот, ну, обычный такой, и на рынке люди выставляют там гаус, чилицы, вот, и тоже вот воробьи прилетают, воробьев обычно никто не гоняет. То есть все Ну, понимают, их нету, кстати, их мало не как-то вообще. убудет. Ну, там, Есть, да? Вот здесь вот как бы нету воробьев, Да. получается. ну, здесь понятно, здесь голубей кормят, поэтому, конечно, им Голубей нет. Ой, фу, этих воробьев. Воробьев же тоже бы кормили, если бы они были. ну, да, наверное, но они это самое. Они есть совершенно точно вот в тех местах, где рынок. Вот в тоннеле даже они есть. Не, я что-то вообще как-то не наблюдала. Есть. Вот. Я к тому, что их это самое, их так, ну, никто не гоняет, что все понимаешь, он не убудет. Ну, съест он там, сколько он там съест. Ну, пойдем, походим, что же не походить. Как часто они от птиц его убирают? От птиц его же нужно убирать, да? Да. Все. Рассвет у нас там, да, значит?
что хорошо рано утром, Не жарко. почти нет туристов. Ну да. Я пока только еще одного видел. Да, в 5:15 люди уже как эти, как... Не, ну, например, вот деревни, они именно так и живут. Я говорю, деревни именно так и живут. Обычно, вот здесь, вот, допустим, все магазины закрываются между 9 и 10, а всякая там движуха еще почти до 11. А деревня в 9 часов вечера все, глухо. Нет, ну это понятно, что там делать в 9 часов вечера. Да. Там же все убрано. И, соответственно, в 5 утра уже все на ногах. Ну, видишь, здесь регион, он позволяет, что утро, ну, солнце всходит рано. Да. То есть, если, например, Сиким, он вообще весь так, что там нет крупных городов. То есть в 9 часов уже все, отбой. Ну, там дома, может, такой телек смотрит. Зато вот, с восходом уже вся движуха. Причем там именно так, что, например, дети, да, вот детям нужно в школу, по-моему, к 8:30 или там, ну, в общем, Утреннее. да. Так они умудряются перед школой еще в футбол поиграть. А потом только, да, вот школа. То есть они просыпаются в 5, у них есть занятия там 2,5 часа. Что хочешь, то и делать. У нас-то обычно как? Ребенок просыпается еле-еле там и сразу же в школу. Ну да, пинком побежал. Да. А у них можно еще, ну да, и по хозяйству что-то поделать, либо вот в футбол поиграть. У них вообще там хорошо. Ну да, нет, ну видишь, Работать. Так, позволяет ему это. О, один флажочек этот слетел. Это тебя не снять. Собака тоже проходит. Вот этот бубен, он прям такой пробирающий. не, вот для этого и делают. Низкочастотный прямо. Я пока лежал на кровати, думаю, что это такое, только первый удар бубна, только не, все, уже спать точно никак. А ты не спрашивал по поводу однокомнатных? Нет, ну вот когда Да. будет, когда, Они просто заняты у них. да, во-первых, занято, да, вот когда вот будет смена Там климат, обстановка. чекаут, да, вот тогда Надо спросить. если у них, ну, пожалуйста. Это тоже Советский Союз. Ну, по крайней мере, большая вероятность, что Советский Союз. Они синхронно хоть вместе два эти монастыря шарахают. Пойдем посмотрим, кстати. Не, почему? Каждый сам по себе. Хороший, да, такой бубен прям чувствуется. Вот это Будда Майтрея. Он специально сидит в такой позе. Ну, точнее, специально его изображают всегда сидящим в такой позе, то есть не в лотосе, а вот как обычно. И символика то, что он, значит, ну, Будда будущего, он придет в будущем. Вот он уже почти встал. дошел. Да, почти встал, чтобы прийти. По крайней мере, изображают его всегда вот именно в такой позе. А мудро что обозначает, не знаешь? Вот это конкретное учение. Вот, то есть он это сам, он рассказывает, учит нас. Вот, и это в основном, конечно, ладак тема. То есть здесь ну, тоже есть, но мало. А вот в Ладаке он очень популярен.
тоже понятно, что как все Будды до Будды, ну, до исторического и после, они все, естественно, продукты воображения. Причем самое смешное, что в этой истории о том, что Будда якобы рассказывал о своих прошлых жизнях, это, ну, это далеко не сразу появилось. То есть в первых текстах ничего этого нет, естественно, а потом уже со временем добавили, что там якобы Будда рассказывал о своих прошлых воплощениях. Ну, это Авалокитешвара, а это самое. Судя по тому, что лотосы, это Тара. Туда больше нельзя никуда, да? Ну, в смысле, здесь они сейчас сидеть будут? Или что? Ну, может быть, да. Не, ну здесь к туристам все толерантны, так что надо просто вести себя спокойно. И они Не дергаться, да? Хороший такой бубен, хороший. Ну да, вот четыре этих товарища на входе, это вот как раз их называют протекторы. Вот, и они это самое. Это он тоже наш, скорее всего. Я понимаю, смотри, лучше кланяться до порога или после порога? При входе, уже когда входишь, кланяешься или до порога, еще до того не вошел? Без Так разницы? выглядит. Там есть, что на порог наступать нужно. Это я знаю, да. Про порог я в курсе. Пойдем. Ну, это современное все. А вот ну, сам бизнес, он такой, он традиционный, просто немножко вот это вестернизированный. Vitamins, yeah. Yeah. And also the two cheap chair. Cha milk tea. Yeah. Yeah, right. And this aloo pancake. Aloo pancake, you can give, okay. Aloo, what is the pancake? Kara. Yeah, potato. No, last time it was some like potato. And I can give you that butter and salt. Yeah. Sauce. Yeah. Да, мир меняется. Они же местные девчонки фигачат эти самые. Диски, точки? Не-не, эти, как они называются? Цветные линзы. О, нифига себе. Жестко. Это они же все равно портят глаза. Не, ну это любом же случае. как бы Это же- мода, типа? Да, это мода. То есть она же не будет все время носить. И носили, и сняли. Да, вот то, что ты говорил. Это люди тоже делают ну, так. Ну, по-английски это офер, да, офер или оферинг. А по-нашему это подношение и... Ну да, подношение, наверное. То есть подношение воды и подношение цветов, это тоже там с начала времен все идет. То есть когда вот, ну, знак уважения, знак, как сказать, когда приходит путник, например, ему дают воду. Причем ему дают разную воду. Ему дают воду помыть ноги, ну, индийская тема, опять же, с начала времен. И ему дают воду напиться. То есть тоже почти как у нас. Вот. Ну, а цветы понятно. понятно. И вот совмещать это как бы, ну, это Нормально. более позднее. Но вот когда ты приходишь в любой храм, и ты видишь, что стоит 7 чаш с водой перед кем-то. Это тот самый как бы, подношение воды. Только, ну, почему 7, понятно, потому что такая традиция, могло быть 8, но, А выше туда никак, да? То есть это максимальный уровень. ну да, да, Чего? открытый максимально. То есть, короче, там следующий уровень только могут эти ходить, кто-то, ну, определенные личности, да?
Не могу сказать. Скорее всего, просто им так проще следить за порядком, что открыть только один уровень. Вот, и вот, если видите, вот форма, как бы, она, да, она вот, ну, форму основания, да, она форму мат дает. И, естественно, сразу начинается разговор о том, что там, какова значимость, Ну понятно, какой смысл в этом? какой смысл, да, и там, в общем, Вот эти досочки, которые ты говоришь, да? да, это вот досочка, да. Вот, да, поближе, вот одна из них открыта. Вот. И они, как бы, эти досочки, они ничьи. То есть у них нет владельцев, их просто как-то берегут. Теоретически ты можешь прийти в любой момент, если она свободная, да, то можешь как бы... На ней это, Да, стираться. да. И простираться, и просто стираться. Ну да. Прикольно. Слушай, какое слово интересное, стираться, да? То есть, ну, в плане того, что стирать вещи, то есть, ну, и стираться в плане того, что, ну, и стираться. да. Как это, Ну, прикольно. потому что корень тереть. А? Корень тереть. Ну да, Трение. да. Смотри, как ты дойдешь, Сейчас, погоди, тут он, смотри, прикол идет. О, выгнал все-таки голову. вот с этой стороны дойди, если Или танцует с этой. Блин, свалил. Сейчас. ну вот спугнули бабулю, вот эти люди, которые смотрят, ей как бы, да, не в тему. А Не так в вот, тему. да. Ну не надо, ты человек, ты зачем ты это тоже? Нет, нет, снимать можно, никто же не запрещает. Другое дело, что как бы, это нужно делать ненавязчиво. Да, вот здесь нет уже цветочков, да? Ой, ты смотри, мышь, видел? Мышь бегает. Такая здоровая, прям он еще одна. Это, короче, для мышей здесь. Такая эта штучка. Нормальные буддисты особой разницы не Не видят. парят, ну да. Здесь, да, тоже. Все живые существа, они Ну, не все живые, да. все живые. Да, смотри, у них, видишь, как-то больше селфи, всего вот этого. Ну и что? Особенно китайцы. Они довольны, чего им не быть. Пришли в хорошее место. Ну да. Не, я к тому, что они больше, скорее всего, снимают именно фото. У них именно восприятие через замершую форму, через момент времени. Потому что видос, он в основном, он как бы, он передает движение, Да. звук, то есть непосредственно несколько точек восприятия, а вот фото, оно конкретный промежуток времени, отпечаток, статическое, да, да. статическое, как кристалл, короче, застывшая форма. Вот, поэтому мне вот видео нравится больше, что оно плывучее, то есть оно как вода течет, и в нем, ну, больше информативности можно передать, потому что фоткой ты, ну, звук не передашь. Ну так видео и обрабатывать важно. Ну, логично, Черный да. кот. Логично, да. Чем, короче, меньше запар, тем проще. Девчонки прикалываются, что-то ходят. Так а чего им? Ну да, о чем еще делать? Как по идее должно быть. Это опять же это только наша дикость пытаться запрещать там Чего? юности или там детям быть тем, кем они хотят.
Не, у нас это нормально. У нас наоборот программируют детей быть военными. Ну, это, как его, быть солдатами, заготовками. Поэтому у них просто нету детства автоматически сразу. Поэтому такая ситуация. Да. Но с утра здесь меньше народу, да, практически нет никого. Там в 4-5. Да, да, да. Открывается именно 4-5, да, где-то так. Ну, в 5. 4 это слишком. Никакого смысла в этом нет. Надо северную сторону, северные глаза выбрать. Вернее, даже И посмотреть. тоже очень хорошо, что вот хоть ему сон, сезон дождей, а вот уже сегодня тоже без дождя. Облака он симпатичные. То есть все, Ну да. все хорошо. Погода позволяет. Вход и выход один, да, я понял. Ой, погодьте, это что такое? Самое уровень точек под Масамбала. И такая, да. А за спиной у него трезубец, да? Да. Ну, его как телефон изображают, там есть тоже, есть целая как бы система, объясняющая, символов. почему, да, Именно так, система все символов. Почему так, а не иначе. Ну, есть, да, есть много вот этих тем. Действительно было Шамбала в свое время. То есть везде поля. Вот эта вот форма мандалы, она была уже тогда, поскольку это фотография, то есть это ну, максимум 100 лет. Вот. И вокруг просто деревня, ну да, и вот еще вот это вот такие деревенские дома, они как бы, ну, просто деревенские дома. То есть не гостиницы, ничего, как сейчас. Вот, вокруг одни поля. Это у них что там, типа это? Вот даже если мы гопники пытаемся уехать, то что ж там осталось? Ну да. Смотри, как это. А можно снимать-то? Прям бам, такой Если прям. они скажут, что нельзя, мы извинимся. Да. А? Если скажут, что нельзя, мы извинимся, у нас сори. Прям. Я в курсе. Так, еще снимаю. Да, садись здесь и снимай. Идолов на этих. То есть монтировать. Еще, возможно, надо будет вырезать голос, пихать музыку. Ну, тоже как вариант, да. Да. Вот, это вот как бы интересно. Это вот то, что Будды всегда сидят в позе лотоса, это совершенно не означает, что они Они не ходят. раньше всегда так сидели. Это тоже новая мода. Раньше изображали стоячими. Если поехать, например, туда, в Ладак, то там есть 900-летние статуи, высеченные в скале. И они все 900 стоячие. лет? Они все стоячие. То есть ты реально 900 лет не наводил? Ну, так говорят. А, ну так говорят, понял. То есть ты пересказываешь то, что тебе Да, сказали. да. Нет, я их видел. Я к тому, что они могут быть и 800, могут быть 700. Ну, понятно. То есть плюс-минус сотка. Вот, как бы такие люди, они обычно считают, что они лучше знают, как правильно. То есть, как бы, ну. Тем не менее, вот как объяснить?
Вот никто больше так не делает по целому ряду причин. Одна из которых в том, что совершенно не нужно для этого приходить в публичное место. Ну да, можно где угодно Да, сесть и все. да, да. И вообще вот не принято в публичном месте вот так вот. Не, просто дело в том, что все делают конкретно определенные действия, а он пришел такой и выделяется среди всех, что делает не то, что делают все. Ну да, да, вот это. Теперь попер. Видишь, а мы сидели, его критиковали. Да, если такой туалет, рядом с ним сесть. Вот я. И с одной стороны, как бы им наплевать, они, ну, можно было и так пройти, но это как сказать, Ну да, конечно. не рвят лишним. А так Где вы, хоть один? как? А вот с этой корочкой уже потом, мы уже скажем, что типа, мол, это самое, ну, Нет, так я, может, просто на видео... А, ну у них нет этого. Там, короче. дедушка, колоритный. Для дедушки колоритный. Вон. Мы можем их потихоньку обгонять. Пойдем, да. Можно покрутить барабаны, можно... Здесь как? Мы можем вести себя так, как будто мы не в первый раз. А тогда сразу совершенно другое как бы, ну, ощущение этого места. То есть ты так пришел как к себе домой. Вот. Буднат, Своямбу, это как Лумбини, это как к себе домой. Это хорошее место. Здесь люди так или иначе, они пытаются себя преобразить во что-то более лучшее, чем они сейчас есть. И одного этого уже достаточно. Это уже как бы очень хорошо, что есть такие места. А учитывая, что, как сказать, а что еще делать, как не пытаться себя изменить, то это в общем, скажем так, да, правильное место, я их вижу. Вот. Другое дело, что вокруг здесь есть и коммерция, и все, что хочешь, и разводки, и как угодно, но это уже, с этим ничего не сделать. Надо просто принять и... Простить. Да, видишь там какой-то человек, там, не знаю, впаривает что-нибудь. Ну, поулыбаться, пусть впаривает. Ничего там плохого нет. Сейчас я макушку все тоже свяжу чуть-чуть. Вот бабули вот эти вот, они как бы, они... Только просто пальцем не показывай, я снимаю буду, ты смотри в ту сторону, куда нужно снимать. Ну, просто не культурно пальцем, я не знаю, меня в этом учили. Да меня тоже учили, я все время забываю. То есть, опять человек не фотогеничный и не мое это все. Не запаривай. Да, уж как могу. Смотри, кто с барабанчиком, а кто с камерой. Да. Нормально. Ну, Нам опять же, вот наверх надо как-то. здесь вот не зря говорят, что есть много уровней, да, вот. Уровень такой, уровень сякой. Вот.
Но если серьезно, то действительно определенные уровни есть. Понятно. То есть есть, например, просто вера, да? И просто вера, которая не задает вопросов. Она именно в этом и заключается, вера. И эту веру очень любит любая власть. Потому что эта вера не задает вопросов. Это понятно. Да, и считается, что вот это вращение этого барабана создает положительную мерить, ну, карму положительную, то есть некое положительное действие. И люди крутят и крутят. Очень важно, что вот кручение барабана, оно совершенно не подразумевает, например, какое-то прям уж совсем такую запредельное милосердие ко всем живым существам. Эти вещи не обязательно вместе. То есть человек может верить, что вот он делает, а там, знаете, будет, допустим, животное. Да, ту же собаку. Это все в порядке вещей. Вот такой идеализированный взгляд на тибетский буддизм, что это прям ангелы. Это естественно, Я опять. читал, которых нанимали, которые фигачили, и которые вон сейчас там этих на Мьянме, на этом мусульман фигачили, как Да, эти. да. Вот, То есть, поэтому... я хочу сказать, что это также все уже такие построения, когда иностранцы интерпретируют то, что они не очень хорошо понимают. И им очень, конечно, хочется приукрасить, да, вот, ну, может быть, даже это и нормально. Им хочется идеализировать этих людей. Но эти люди, они как бы, вот опять, если серьезно разбираться, то эта вера, она достаточно примитивна, и она основана на ритуалах. То есть ритуалы, и никто не задает вопросы. Почему, например? Почему так, а не это? Да? Почему, например, не знаю, там, 108, а не 109? И так далее. То есть вопросов, почему так, не задается. Он просто принимается так, как есть, как данные. Да, принимается как есть, принимается на веру, и принимается вот именно с точки зрения традиции. Это считается, что вот та или иное действие, или ритуал, или просто даже... Исполнение каких-то определенных... Да, что это истина, потому что это традиция, что Я так понял. делали Все, предки, да, все, так все мы предки будем. так делали. И все, и на этом все заканчивается. То есть есть авторитеты, ну, не криминальные, Я разумеется. понял. Ну, есть разные. Есть и те, и другие, но суть да. не меняется. Да, авторитеты имеются в виду люди, которые на данный момент считается, что они знают, как должно быть, как правильно, как делать правильно. И эти люди, они обычно, они либо при монастырях, либо при школах. Мы уже к началу подошли или мы с другой стороны? Первую кору сделали. А что-то меня вырубило как-то. Я Вот. не понял, блин. То есть, Я почему подумал, что мы только половину. да, эти люди, они, грубо говоря, знают, как надо. И это тоже все меняется. Это меняется там, сегодня так, завтра это. Меняется от школы к школе. Меняется, в общем, короче, от региона к региону. То есть, допустим, то, что правильно в Сикиме, совершенно не обязательно правильно в Ладаке или в Бутане. Или то, что правильно в Лхасе, совершенно не обязательно точно так же там в Шигадзе. Потому что это разные комьюнити, ну, в смысле, разные популяции. Вот. В общем, короче, все сложно. А сколько мы будем так это Сейчас еще один разок, да, чтобы как-то вот, да. войти в ритм? Да. А так вообще сколько угодно ходить, да, можно? То есть без разницы. Значит, да, сейчас сверху пройдем разок. Вот. Я бы там где-нибудь присел. Здесь есть много всяких Уровней. да, и уровней, и тоже движух. Вот, например, вот за этим забором тоже есть проход. И там стоят такие из досок сделанные настилы, на которых люди делают простирание. То есть вот здесь мы видим, что никто не идет кругом простирания. Вместо этого ставится такой из досок такая, как дверь, и простирание делается на одном месте, на ней. Понял. Вот, они все отполированные, они такие, ну, то есть их используют. Поэтому, например, рано утром приходят люди и делают там, я не знаю, 108 этих простираний или сколько. Короче, количество то, которое не считают нужным. которые не считают нужным. Если, например, в Тибете
в Лхасе, в этом самом, как его называют, в Джоканге, они делают это прямо на земле, то здесь вот принято делать на вот этих вот досках, на этих, я их дверями называю. Ну да, двери, это логично. Вот. И, например, кто-то делает так. Плюс еще время от времени другие люди, тоже по собственному желанию, они весь периметр выставляют этими такими баночками с цветами. Ну, вода и цветы. То есть украшают это все цветами. Весь периметр. Если смотреть сверху, то он как бы, со второго яруса, если сюда пойдет. Так Он мы как еще бы- не прошли второй раз. Ну ладно. Я думаю, что ничего страшного не будет. Нет, страшно-то я Просто вход здесь, а раз уж здесь, мы сюда и Ну пойдем. ладно, пошли. Что-то собаки вообще как-то здесь. Прям. Вот один рыжий. Другой черный. Куда, да? Время? Время, да. Ну вот видишь. Это самое. Ну, мы можем вот сюда заглянуть. Давайте. Вот этот весь внутренний, как бы, внутренний периметр, он иногда весь украшен цветами. То есть все горизонтальные поверхности А это что такое? убраны цветами. Это для масляных ламп. Сюда ставят масляные Понял. лампы. Ну вот сейчас, например, видите, везде все закрыто. Это, скажем так, видимо, администрация. Ну, утром открыто. 18 без 15. А до скольки он вообще открыт? Ну, то есть вся вот эта движня, когда вот выгонять за ворота начнут. Вот здесь никого не будут выгонять. Да? То есть ты можешь Только пройти там. и переночевать? Ну да. Прямо здесь палатку поставить и спать. Насчет палатки не знаю, но вполне Вполне реально, да? Ну да, по идее реально. То есть, как бы всем. Возможно, поскольку это наследие ЮНЕСКО, здесь могут прийти охранники и сказать, что нельзя. Но узнаем, когда сами сюда приедем, переедем, точнее, на несколько дней. Все Посмотрим. и узнаем, да. Надо найти место, спросить где-нибудь, что. Пойдем, я знаю где. Вот. То есть основная идея в том, что это все, так сказать, это все. Так, Дим, сильно меня не перегоняй. Просто звук улавливает хорошо рядом. Здесь, естественно, все коммерческое. И, в общем, короче, сейчас узнаем, какие цены. Я смотрел недавно, и, конечно, там... Заоблачный, я в курсе. Но сейчас off-season, то сейчас есть вот эти все монастырчики. Сильные убитые очки глаза. Да не, нормально. Вот эти все монастырчики, это все тоже потом можно заходить, смотреть. Но это, говорю, это место, в нем нужно, так сказать, находиться, не находиться, да, находиться. А вот эта движуха людская, да, вот кто делает хоры, она тоже в определенном смысле часть. Ну, часть культуры. Да, часть этого места тоже. То есть, У меня за один день 3 дежавю, это уже много. да. Это уже много. Просто. Так, значит, время – это ровно то же самое. То есть ты можешь измерять одно какими-то отрезками другого. Наше общество, вообще наша планета традиционно измеряет либо Луной, либо Солнцем. Но это, опять же, это означает лишь только то, что мы у себя в голове считаем количество поворотов Луны или Солнца, и потом делим это на более мелкие единицы, и этими единицами измеряем. Это не означает, что это есть. Okay, 1 minute. Yes, 1 minute.
Есть мелкие деньги? Да. Надо Сколько? 40 рупий. Сейчас, да. Так погнали, что там. Hello. Окей. Three, four. Very nice. Four. Four. You say hello. 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 Namaste. Да, ну, что такое лампа? Да? Лампа, понятное дело, это в первую очередь символ. И символ, так сказать, ну, знания, свет. И изначально это, конечно, был символ учения. И есть еще такая тоже классная метафора, что как бы мы, ну, не мы, точнее, а Будда, он как бы сам себе лампа. То есть он сам себя осветил собой. А сейчас лампы зажигают как вот тоже, как офферинг, то есть как подношение. Но вообще сам символ, он как бы очень старый, очень глубокий. То есть у нас раньше писали «знание сила». Можно по-всякому. Можно, например, поехать в Бухару. Вот, грубо говоря, отсюда вернувшись, вот. Но это мне опять не нужно договориться, что комнату, да, вот я, во-первых, комнату проплатил как раз вот на 2 недели. Вот. И еще, да, мою посылку найти. Вот. Но потом, по идее, да, можно поехать, тоже так недовольный. Потом поехать в Бухару, потом, если что, я сгоняю в Катманду и вернусь обратно. То есть, ну, короче, это все мелочи, это вообще мелочи. Нужно, да, решить, что мы хотим. Вот если действительно там как бы там, ну, шумно и надоело, там стройка это постоянная, вот попробуем Катманду. Не понравится — вернемся. Ой, Бухару, не понравится — вернемся. Но я как бы точно совершенно гарантирую, что там тише, вот, там жарче, больше комаров. Вот, но при этом не пропадет. Вот. И само собой, да, все хотят работать, ну, с туристами, потому что это легкие деньги. То есть вот, да, вот простой пример, вот повара сейчас там в окно смотрят. В одном случае ты готовишь, ты получаешь прибыль, там, не знаю, 100 рублей, а с туриста ты получаешь прибыль 1000 рублей, то есть в 10 раз. А готовка одна, ну, она Одна и та же. Да. Ну, почти одна и та же. То же самое с транспортом, то есть отвезти, ну, местных это будет как бы Смотри, совершенно, какая толстая. да, совершенно другие, Отожравшаяся. да, другие цены. Бегать надо, родная. Да. Да, бегать надо. Вот. Это самое, ну, отвезти туристов, например, элементарно на микроавтобусе в Катманду, из Катманду в Бухару доехать стоит 500 рупий, $5.
А такси для туриста будет стоить $100. Ух, ни хрена себе разница, да. То есть непальские цены, они отличаются от туристических в разы. Поэтому, естественно, если ты работаешь с туристами, ты получаешь прибыль в разы большую. Вот мы поедем, естественно, за $5, а не за там, Не за 100. ну да, и даже не за 10. Есть, короче, туристические автобусы, но они такие. Да я понимаю, там слово автобус такое. Не, автобус как раз таки более-менее нормальный, но он, во-первых, забит туристами, а во-вторых, он останавливается и едет дольше. То есть он едет целый день. Там специально высаживают там, около ресторана, ну, чтобы все Поели. поели. Да. То есть, короче, с длительными остановками. Да. То есть это как бы, ну, это целый день. А маршрутка, как бы, она идет всего с одной остановки, и она топит. То есть, как, то есть маршрутка это вот 5 часов. Если нету пробки, там 6 часов, если пробки. Вот. На мотоцикле, разумеется, намного медленнее, потому что, ну, во-первых, ты не едешь 60, ты едешь 40. И хорошо, если 40. 35 там. Вот. А во-вторых, это самое, ну, там стрёмно. ездить. Ну, естественно. То есть это что То есть желание ехать там быстро, отбивается да, быстро. отбивается довольно быстро. Да. Поэтому байк медленнее, чем маршрутка. Маршрутка самый быстрый транспорт. Это я все, опять же, да, это я все. Это все вообще не вопрос. Я же как бы, ну, помимо наших туристов, я же сюда возил довольно много людей, ну, моих сикимских там, Англоязычный. друзей, подружек, да. Они хотя англоязычные, они же первый раз. Как? тоже- Тут рядом, но первый раз. Ну да, им тоже надо показать. Вот я их как бы тоже и возил, и селил, и организовывал. Все я знаю, как делать. Это хорошо. Опыт — это большая вещь. Просто никак. Знаете, типа, Если ты хочешь, чтобы кто-то что-то там, ну, делал, тебе нужно самому Ну да, организовывать. двигаться. Это такая тоже, так сказать, аксиома. Как вот ты говорил в бизнес, да, что вот менеджер должен сам все организовать. Вот я менеджер. Вот если я, допустим, там приглашаю кого-то из того же Сикима, то мне нужно все им как бы, ну, объяснить. не то, что объяснить, все сделать, вообще все. Ну, логично, да. Все подать, прими, заплати, опять же. Вот те прекрасные времена, они уже прошли. То есть я уже теперь не могу принимать гостей.